Вначале я просто хотел сделать пересказ предыдущей главы, но в итоге получилось скучно, да и вообще я не люблю тавтологии. Раздумывая над тем, как же сделать видео интереснее, до меня вдруг дошло, что в этой главе в принципе рассказывается о возникновении основных методов лечения китайской медицины. И я решил заострить внимание именно на этом. Если верить трактату Желтого Императора, то зарождение акупунктуры должно было произойти на Востоке, а именно акупрессура каменными иглами, по-китайски бианши. На востоке море, и люди, живущие там, питаются в основном соленой рыбой, в результате чего возникают карбункулы. Здесь, кстати, еще один интересный момент. Как оказалось, рыба принадлежит к элементу огня и приводит к возникновению так называемого жара в желудке и кишечнике. Жар в китайской медицине может проявляться по-разному, как гастритом, язвами или в этом случае карбункулами. Я всегда считал, что раз рыба – обитатель воды, то и принадлежит к элементу воды. Но не будем отдаляться от темы. В принципе, это очень даже логично, что иглотерапия должна была зародиться именно здесь, так как цивилизация в принципе зарождается у воды. А существует предположение, что каменные иглы появились аж в период неолита. В их точном время зарождения остается только гадать. Еще одну часть китайской медицины, истоки которой мы, скорее всего, никогда не узнаем, это траволечение. Понятно, что и в глубокой древности существовали травы, и древние люди по опыту могли догадаться о тех или иных ее свойствах. Желтый Император говорит, что траволечение зародилось на Западе. И хоть в тех местах и ветрено, но зато люди тепло одеты, едят много мяса и молока, потому причина заболеваний приходит не извне, а изнутри. А значит и лечить надо также изнутри. Самым древним известным траволечителем стоит считать Шеннон, священный фермер. Кстати, он в принципе находится в том же временном промежутке, что и Желтый Император, и точно так же представляет из себя полумифическую личность. Считается, что за свою жизнь он перепробовал тысячи трав, и в честь его названа еще одна медицинская классика Шеннон Бэнцао, классика о корнях и травах святого фермера. И как вы думаете, где в отношении племени Желтого Императора находилось племя священного фермера Шеннона? Именно на Западе. Следующий метод лечения, возможно, по своему древнему происхождению, стоит вместе с каменными иглами. Это моксотерапия или прижигание полынью. Использование прижигания зародилось в каменном веке после того, как люди освоили использование огня. Понятное дело, это произошло не только на севере Китая. Люди в Джоукоудян в Пекине освоили метод использования огня 500 тысяч лет тому назад. Моксы в их более современном виде появились ранее династии Западной Джоу. Но как бы то ни было, логика здесь простая. Север. Холодно, надо греть. Кроме того, говорится, что на севере люди предпочитают молочные продукты, которые тоже холодные по характеру. Однако самое интересное касается южан, ведь в их случае используется метод 9 игл или маленьких игл. Вряд ли такие иглы существовали во времена самого Желтого Императора. Но, как известно, сам трактат был написан намного позднее, между 1 и 2 веком до Рождества Христова. Это логично, так как развитие металлургии в Древнем Китае тоже началось где-то в 3 веке до Рождества Христова. Однако почему именно на юге, объяснение этому я так и не смог найти. Можете написать свое предположение в комментариях. Если вдруг какой-то историк смотрит это видео, то может у него найдется ответ. В центральной части Китая лечат техникой даоин и массажами. В принципе, даоин также включает в себя и массаж. Даоин – это самый ранний представитель цигуна, а точнее нэйгуна, который сосредотачивается на культивации внутренней энергии. Отсюда и название нэй – внутрь, гун – культивации. Известно, что его практиковали в храмах даосов. Скорее всего, центр означает универсальность дыхательной техники даоин. Это значит, что все могут ее практиковать. Это подтверждается самым древним рисунком с изображением даоин, ведь на нем упражнения выполняли и молодые, и старые, и мужчины, и девушки, и старики, и дети. Этот древний свиток был найден в Мавандуй. Это место археологических раскопок в Чанша, что все-таки больше относится к югу современного Китая. И таким образом можно обобщить возникновение всех методов лечения древней китайской медицины.